Здравствуйте. В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Как всегда, мы говорим о главных событиях в мире футбола. Ну и так как эта программа у нас будет последней в этом году, будем подводить итоги. Итоги мы подводили и в прошлых наших программах, но сейчас поговорим о том, что стало самым обсуждаемым в этом году, о чем мы в своей программе часто говорили. Наверное, на первом месте по количество упоминаний, что ли, и эмоций, которые высказывались, наверное, в этом году первое место заняли, к сожалению, фанаты, их поведение. Причем это и в внутреннем чемпионате, и Лиге чемпионов, и чемпионате Европы, который проходил. Наверное, на втором месте сам чемпионат Европы и не очень удачное выступление сборной России, обсуждение всего этого, обсуждение поведения болельщиков, конфликт между болельщиками и футболистами, который произошел. Далее, наверное, по нисходящей идет приход нового главного тренера в сборную России, собственно, сам чемпионат России, премьер-лига, взлет Терека в какой-то момент бурно обсуждался. В общем, достаточно много было каких-то событий, таких насыщенный футбольный год был, не самое удачное выступление клубов российских в Лиге чемпионов, крушение надежд, которые возлагались на «Зенит» питерский, конфликт в питерском «Зените», рекордные трансферы, которые происходили у нас, покупка Халка того же и Витцеля в «Зените». В общем, все вот это, наверное, если по ранжиру поставить, примерно вот в такой последовательности и с тем накалом и страстей обсуждалось. Чем бы хотелось закончить уже год? Вообще у каждого поколения, наверное, есть свой король футбола. Если, допустим, поколение моего отца, они безоговорочно считают таковым Пеле. Хотя, из-за развития техники и так далее, в телевидении видели игру Пеле не так часто, но все-таки видели, в том числе и на больших крупных форумах футбольных, как чемпионаты мира. Но однозначно они считают, что Пеле был велик, и однозначно только он может называться королем футбола. Мое поколение, наверное, больше склонялось к Диего Марадоне, потому что уже его видели в деле, причем начинали смотреть его игру еще когда он играл в молодежной сборной Аргентины. Так получилось, что в одном из финалов молодежного чемпионата мира сборная СССР встречалась с сборной Аргентины, проиграли они тогда, и, в общем, всю игру сделал тогда юный еще Диего Марадона. Затем смотрели, конечно, его уже и на чемпионатах мира, видели триумф сборной Аргентины под руководством Марадона, и то, как он играл уже в Италии, стали чаще показывать такой футбол в наше время по телевидению, да и приезжали команды, в которых играл Марадона, и в нашу страну. Наверное, сейчас наступило время уже следующего поколения говорить о том, что у них есть свой король футбола. И, конечно же, мы прежде всего будем иметь в виду Лионеля Месси. Безусловно, невероятно одаренный футболист, потрясающий с техникой, потрясающим чутьем на голевые моменты, видением поля, фантастическим, с прекрасным дриблингом. Вообще, если говорить о Лионеле Месси, то трудно найти слабое место этого игрока. Единственное, о чем можно, наверное, говорить, что Лионель Месси пока по сравнению со своими предшественниками Пеле, Марадоной не достиг больших успехов со сборной страны. Все-таки этот успех, это, конечно же, чемпионат мира, победа на чемпионате мира, и пока вот этого не получается сделать Лионелю Месси, несмотря на то, что, в общем, он в сборной не одинок. У сборной Аргентины фантастически звездный состав, который из которого пока не могут сделать такую команду, которая может обыграть. На мой взгляд, по потенциалу сборная
Аргентины нынешнего образца не уступает испанцам, но вот пока не получается у них завоевать звание самых сильных в мире. И вот это немножко тень бросает, конечно, на Лионеля Месси, как если на претендента на корону футбольную. Но я еще раз скажу, что вот других слабых мест у этого игрока сейчас практически нет. Он быстр, у него великолепный дриблинг, обводка, он действительно может играть головой, несмотря на хорошо довольно, несмотря на свой рост, забивает мячи головой. Ну а что касается ударов, то он и со средней дистанции, и с дальней дистанции, сказать, что он там владеет, может быть, не совсем одинаково двумя ногами, левой и правой. В общем, игрок, безусловно, выдающийся. Поэтому, ну, если говорить о претендентах вот этого поколения на звание короля футбола, безусловно, это Лионель Месси. К тому же он невероятно много забивает. Ему удалось побить, правда, сейчас спорят, побил он или нет, но это уже формальные вещи. Ему действительно удалось забить за сезон больше, чем легендарному Герту Мюллеру. И этот рекорд называли не просто фантастическим и вечным, но вот ничто не вечно под луной, и Лионель Месси смог забить, ну, как минимум столько же, а может и забьет еще до конца этого года. Время есть и игры есть для этого. Игрок, который может и конструировать игру, и взять на себя какие-то функции, ну, то, что называют разыгрывающего, плеймейкера, и быть на острие атаки, и все время угрожать воротам. Причем невозможно Месси держать не вдвоем, это пытались сделать, выключить из игры, вот пока это мало кому удается. Только если Месси сам не в очень хорошей форме или что-то у него не получается, то есть все зависит от его состояния. Остановить его пока практически никому не удавалось. Вот, безусловно, из всех тех футболистов, ну, талантливых футболистов очень много. И Криштиану Роналду, который все время претендует тоже на звание лучшего игрока мира, и прекрасные игроки испанской сборной, и Хави, Иньеста. Безусловно, талантливейшие игроки и заслуживающие очень много таких же хвалебных слов, о которых я говорил о Лионеле Месси. Но вот если говорить о короне, все-таки, наверное, из этого поколения я бы проголосовал за Месси. Что касается сравнения Пеле с Марадоной, это очень модно было в свое время сравнивать и говорить, что все-таки кто настоящий король. Сейчас мы можем еще сравнивать и с Месси. Дело это неблагодарное. Футбол за это время, там, начиная с 50-х годов и до 2000 уже десятых, очень сильно менялся. Это разная игра, по сути дела, и что касается скоростей, тактики, стратегии футбола и так далее. Я бы не стал заниматься вот этими аналитическими сравнениями. Все-таки я закончу тем, с чего начал. У каждого поколения свой король футбола. Я скажу честно, при всем моем уважении там, ко всем игрокам, тех игроков, которых я видел воочию, и которым пытался подражать, и которых, можно сказать, боготворил, для меня эти игроки были, вот когда я был юн, и начиная с детского возраста, вот, допустим, для меня это Давид Кипиани, игрой которого я восхищался, особенно когда Давид Кипиани был в ударе, на его игру можно было смотреть просто как на театральное действо. Поэтому скажу, что у каждого поколения, у каждого человека, наверное, свои кумиры в футболе. Они, несмотря на известную фразу о том, что не надо сотворять себе кумиров, как раз в футболе, наверное, это абсолютно правильная вещь. И если говорить о нынешнем футболе, как раз таких кумиров в нашем футболе не хватает. Футболистов, на которых можно ходить просто для того, чтобы полюбоваться их игрой. Ну, обстановка на стадионах не всегда у нас теперь театральная, прямо скажем. Вот. Но факт остается фактом. Таких блестящих игроков в нашем футболе все-таки очень мало. И чем больше их будет, тем больше будет выигрывать как игра,
зрители, зрелищность этого всего действия. Так что пожелаем друг другу появления в нашем футболе вот таких футболистов, артистов. На этом все. Я с вами прощаюсь. Встретимся уже скоро. В любом случае, всех хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всего самого хорошего, прежде всего в личной жизни, в здоровье близким. Ну и, конечно, пожелать всем, кто любит футбол, кто за него переживает, хорошей, красивой игры в новом наступающем году. Спасибо, всего доброго и с праздниками вас.